Итак, друзья мои, уезжаем. Загрузились. Все в порядке. Так, надеюсь, не откроется дверь. Едем в Вехт. Это очень-очень классно. 135 километров. Да. Ну тут быстро. Никакой такой ценности нету. Какие-то там, я не знаю, что, короче. Но все равно на ночь надо будет обязательно хард-лок ставить. Хард-лок. Хард-лок. А там посмотрим. Я помню, надо было тоже в 8, но мы поехали раньше. А с другой стороны, один раз поехали раньше, ждали рампу. Поэтому, как бы, тут надо думать. Сейчас, надеюсь, я не попаду в эту пробку. Очень хочется верить. Потому что очень не хочется попасть. Фу. Я как-то помню, даже ставил нашу пломбу, а там в Лидле потом еще ее не отдерешь. Вот. А, я вспоминаю, Lidl Venlo был. Да? Lidl Venlo был у меня, когда я в лесу там ночевал. И тоже поставил пломбу вместе с хардлоком. Блин, я не мог открыть. Надо было... Ну, там мне дал рабочий. У них такие большие есть. Кусачки. Чтобы троса резать, знаете. Ну, а по факту хочу заехать на тот паркинг, где мы с Андрюхой стояли, где я первое видео снимал. Ситранса. Там есть этот самый Макдональдс через дорогу. Схожу, поем картошки фри. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Настроение отличное. 3:30. 5:30 я там буду, но, грубо говоря, не доеду. Но один раз 5:30 я приехал, а там вообще мест не было. Один раз приехал 6:30 было место. Живем увидим, может быть там Андрей будет или еще кто-нибудь. Сейчас очень важно не попасть в эту пробку. Блин, тогда будет задержка, тогда надо ехать будет в эту, блин. Там есть у меня одно место на дороге, но там магазинов нету никаких. Не перекусить. Так, ну здесь вроде чисто. И на перекрестке чисто, отлично. Может, где-то через полчаса должно начаться. В принципе, уже должна как бы начинаться эта потасовщина, фиговщина. Будем надеяться. Надежда умирает последней, ребят. Такс. Мордейк. Порт Мойердайк. На красный пошел. Этому вообще по барабану. Да. Бывает.
Стоило подождать буквально 5 секунд. Как говорил мой инструктор, не инструктор даже, а учитель, Мисуловин Эдуард Тесафи. Если вы один раз проехали на красный свет, то вы проедете на второй раз. Потому что безнаказанность, она такая штука заразная. Ну что там? Стоят, что ли? Да, блин, ребята, стоят. Ну, хоть этот участок пройдем. Ну, не так плотно. Стоят, но не так плотно, как вчера. Вчера было просто. Я вот здесь стоял. Я вот здесь все время стоял. И говорю, так много. Блин, полчаса проехал фиг да нифига. Почти час, блин, проехал фиг да нифига. Ужас. Ну ладно. Все хорошо, друзья мои. Сегодня разговаривал с своим старым другом. Ну, такая привычка какая-то стала. Ну, я замечал, не только там со мной, вообще с кем-либо. Почему-то собеседнику хочет показать, что кто-то лучше его. Не сам лучший, а кто-то лучше. Про дальнобой заговорили, опыт. Я считаю, что опыт — это хорошая штука, но каждому он дается по-разному. Один осваивает свою профессию за год в необходимых ему рамках, а другой за 20 лет не может освоить. Один работает 20 лет, блин, грубо говоря, Роттердам, Амстердам, а другой целый год гоняет по всей Европе. Вот и кто из них более опытный? Все зависит от ситуации человека. Нахождение на работе больше кого-то не значит, что ты опытный. Стаж у тебя больше, но опыта может быть и намного меньше. Например, чудак возил 15 лет контейнера, его посылают на трейлера. Он опытный, а приходит на трейлера и все. И вообще профессия дальнобойщика, она не заключает, как в понятиях некоторых людей, сплошное вождение. Ребята, вы все прекрасно понимаете, что работа дальнобойщика — это совокупность многих знаний, помимо вождения. Мы, дальнобойщики, должны что сделать? Принять груз, правильно закрепить его, доставить в точку выгрузки и выгрузить. Желательно, конечно, своевременно все это делать. Но помимо вот этого всего, внутри вот этих двух точек ходит очень много чего. Должен знать, делать дальнобойщик. Ну вот начнем, например. Есть пункт загрузки. Да, может быть, старые дальнобойщики работают по картам, там, на память. Но если, вот скажем, новое задание, он никогда туда не ехал. Вообще никогда в жизни там не был. Что ему в память? Он будет работать с картами? Возможно. Но всем в помощь есть навигаторы. Ну ладно, умение добраться до точки. Это раз. Второе. Во-первых, сначала понять, что от тебя требуется в плане. Какое задание ты получил. Разобраться. Что, когда, где и как. Далее, проложить правильный маршрут. Далее, в процессе работы правильно использовать режим труда и отдыха. Умение работать с тахографом, то есть умение работать с навигацией. Умение работать с планшетом, если он есть в машине, либо умение работать с мейлами, с телефоном, то есть с медиааппаратурой какой-нибудь. Правильно? Правильно. Далее, приезжая на погрузку, умение сориентироваться, знать, кому и что объяснять. Желательно, конечно, на языке,
страны, в которую ты приехал, ну, либо на другом иностранном языке. Если не можешь это сделать, знать, куда обратиться за помощью. Есть information, есть коллеги, есть много всего. Нужно, чтобы работала соображалка. Так же самое на самом ресепшене. Нужно понимать, что тебе говорят. Именно что тебе говорят на ресепшене, когда ты приехал в загрузку. Что, как, куда и зачем. Потому что я лично видел, лично помогал, что люди не понимают, что от них хотят. Конкретно. Там простые вещи. В лучшем случае дают пейджер, например, он понимает, что пейджер нужен, туда сообщат. А додуматься, что у него спрашивают номер телефона, например, если пейджера нету, не может. Короче, коммуникация на ресепшене до загрузки. Далее загрузка, коммуникация на загрузке. Далее, если у вас самопогрузка, умение работать рохли, ручной, электрической, какую вам дали. Далее, умение получить информацию, какое количество палетов и как грузить. Не грузить наобум по опыту своему, а именно получить информацию на месте. Далее, после окончания загрузки знать, куда ехать, где брать бумаги на загрузку. Опять же, коммуникация с этими. Далее, умение правильно заполнить бумаги, умение правильно понимать, куда, как и что отсылать, если нужно отсылать информацию, как информировать офис, диспетчера, я не знаю, владельца компании о том, что выполнена эта часть работы. После этого поездка по маршруту, при этом соблюдая все это правило, режим труда и отдыха, то есть умение работать с тахографом. Далее, прибыв на место выгрузки, знать, куда обращаться. То есть, опять же, коммуникация с ресепшеном, с офисом. Знать, что тебе хотят, что тебе хотят сказать, что тебе сказали. Опять же, куда, как и когда подъехать. Опять коммуникация со складом, с работниками. Кто выгружает, он или склад выгружает, где должен находиться. Далее, знать правила безопасности на одной и на втором точке. После окончания знать, куда ехать, чтобы забрать бумаги. Как заполнить эти бумаги, как отослать. Вот это все в совокупности есть работа дальнобойщика. Но для некоторых почему-то понятие, что если там за рулем опыта набрался, все, работа дальнобойщика, это типа рули. Раньше когда-то были, типа, понимаете, водитель-экспедитор, да? Или водитель, и с ним и сидел экспедитор. Вот экспедитор занимался всей этой ерундой. Хочу сказать, что работа дальнобойщика — это не просто руление. Это нужно думать головой и соображать, чтобы выходить из различного рода ситуаций, вплоть до экстремальных. Как на дороге, так и во время погрузки, выгрузки, на отдыхе, на паузе, на всем, что угодно. Вот это и есть работа дальнобойщика. Если была бы работа дальнобойщика просто вождение, наверное, я бы не работал. Я так думаю. Только рулить и все. Тут много всего, чего интересного. Поэтому понятие такого, что типа только рулить, оно неверно. Так, мне звонят. Пауза. Отвлекли меня. Так вот это и есть работа профессионального дальнобойщика. А вот это вот потому что дальнобойщик — это не тот, который работает только по городу, например. Это, наверное, и тот тоже считается дальнобойщиком, либо хочет работать дальнобойщиком, либо возит курицу, там, например, из одного города в другой и постоянно, да, там 200-300 километров. Тоже как бы дальнобойщик. Но всю свою жизнь он работает по одному и тому маршруту. Ну что, он опытнее будет, скажем, даже чем я, что ли? Ну, сомневаюсь, ребята. В чем его опыт заключается? То, что он зимой едет чаще, чем я, или там в каких-то там условиях? Нет. И поэтому что я хочу сказать молодым парням, пришедшим в дальнобой?
Когда вам говорят, что у тебя нет опыта, не слушайте их. Опыт дело наживное. И что такое вообще опыт? Опыт — это сумма ошибок. А как говорят нормальные люди, учатся на чужих ошибках. Так что на эти слова не обращайте внимания, не обижайтесь на таких доков, знаете. Я насмотрелся своей короткой практики. Я не считаю себя каким-то опытным дальнобойщиком, но я считаю, что я достаточно уверенный в себе водитель-дальнобойщик. То есть не было еще такой ситуации, чтобы я растерялся и не решил проблему, честно. Причем с минимальными последствиями. Даже, можно сказать, вообще без последствий. Бывало там какие-то там нарушения 2-3 минуты, 15 минут. Бывало час нарушений, но не по моей, по просьбе офиса с письмом. Но все задачи решаемы. Если голова работает, голова на месте, смекалка, великолепная, то никакой опыт, да, работы с точки А в точку Б не будет выше этого. Поэтому не стесняйтесь говорить, что вы год или 2. Да, будьте готовы выслушать такие вещи, что типа молодой еще. Поверьте, все это бред сивой кобылы. Уважающий себя дальнобойщик, имеющий большой опыт, он никогда не будет так говорить. Потому что он знает, он видел. Даже я видел, когда дальнобойщики, которые работают больше, чем я, в 5 раз, даже больше, по 20 лет, вообще нифига не понимают в тахографах, вообще не понимают ничего в режиме труда и отдыха, работают по старинке, типа как еду 10 часов и еду 10 часов и паузу. Знаю только вот это 4,5 часа, 45 минут, 9, 15, 13 и 10, и все. Нюанс, когда их спрашиваешь, они говорят, такого не может быть, такого нет. Либо приезжает, например, на новые место загрузки, не знаю, что делать, видят меня, знакомых моих, да, из фирмы, бегут ко мне и спрашивают. Я даже одному сказал, ты же кричал, буквально неделю назад, что ты такой опытный, тебе все по барабану. Нет, я, конечно, помог, подсказал, рассказал, но просто в этот момент я вспомнил этот разговор и сказал, ты же кричал, что тебе все пофиг в любом месте. В чем проблема сейчас? Я бы разобрался, но мне бы там это время заняло. Естественно, заняло время. И вот в это занятие времени ты набирался бы опыта работы на этой фирме, в этой компании, вот в этом месте. А также, куча. Когда говоришь про 9+3, про всякие разные нюансы, просто самому смешно становится от того, что человек вчера кричал одно, а на самом деле все это ерунда. Что еще хотел сказать? Либо например, пример с контейнерами. Раскидывает тут, у меня экспириенс на контейнерах, у меня там это, 5-е, 10-е. Я понимаю, когда человек работал на холодильнике. Я понимаю и решал проблемы, да, когда там вдруг случалась проблема. Я очень понимаю людей, которые работали на тентах, работают. Опыт, да, потому что это совершенно разная работа на контейнерах. В чем экспириенс работы на контейнерах? Есть экспириенс работы в одном порту, в другом порту, в третьем. Экспириенс, кто не знает, это опыт, да? То есть я знаю Роттердам как свои 5 пальцев. Я знаю там Антверпен, я знаю Гамбург, я знаю там Ботлик, я знаю. Да, но это в конкретном случае. А по сути, сравнить экспириенс дальнобойщика на тенте и экспириенс дальнобойщика на контейнере. Ребята, это же рядом не стоят, понимаете? Контейнер, что такое? Какая работа контейнера? Открыть, закрыть, проверить, а контейнер, когда принял его, чтобы не было там повреждений. И то я вижу, как проверяют опытные дальнобойщики. Открыл дверь, посмотрел, закрыл дверь. Опытный. А что впереди там дырка, он даже не видит. А дырка там элементарно. Кальмар опускается всей дури, свою лапу, чтобы взять, и промахивается. Все, дырка готова.
причем впереди. И как он может, открыв дверь, посмотреть и узнать? Дальше. Ладно, поставили контейнер, проверил, все в порядке. Что дальше делаешь? Закручиваешь барашки и закрываешь передние скобы. Забиваешь молотком. Это так надо делать. А некоторые опытные умудряются просто от руки закинул барашку, блин, впереди там бросил этот стопор, да, даже его не заделал. И в итоге вот недавно у нас мне рассказывали в Риге. Контейнер упал, блин, опытный дальнобойщик. Контейнер упал на улицу. Хорошо, что никого не было. Ни машин, ни пешеходов, ничего. Понимаете? Вы представьте, вы едете так, хобана, и опускается контейнер на вашу машину. Нормалек так? Поможет каска? Конечно, не поможет. Вот вам, пожалуйста, опыт. Все просто. А когда приезжаешь, смотришь, стоишь, я вам рассказывал, в порту, стоит, ждет. Почему ему не грузят контейнер? А ты, дядя, где стоишь? Есть линия ожидания, чтобы ты увидел, как идет дверь к тебе. А он поехал сразу напрямую. Опытный контейнеровоз. Но в каждом порту свои нюансы, в каждом порту. И не только в порту, в каждом месте погрузки и выгрузки свои нюансы. То есть это такое, знаете, выражение дальнобойщик с опытом. Это оно очень такое, как бы... О, Андрюха поехал. Вот. Такое интересное. Поэтому, ребята, нету дальнобойщиков, которые были везде. Так что всем удачи. Едем дальше. Ну что, как бы 43 километра до точки. А у меня, кстати, вождение этот раз раньше заканчивается, чем работа. 12 часов 8 минут я работаю. 52 минуты до конца. Тренажки. А до моего паркинга планируемого 7 километров. Меньше уже. Ну что, пойдем сегодня в Макдональдс или не пойдем? Хесбургер, что там такое? Если будет свободное место, значит пойдем. Не будет, значит, блин. А что делать тогда? Кушать-то хочется. Не хочется доедать сегодня. Все. Надо Макдональдс, ребята. Ну или там на заправке что-то перекусить. 28 градусов. Если я хочу бутерброд, я бы картошки фри поел. 6 километров меньше. Вроде машин тут сейчас не так много идет. Но обгонять не буду я этого. Такими вещами не занимаюсь. Обгоняй 3 километра, потом уходи вправо, тормози. Это голландец, я не думаю, что он идет туда на отдых. Посмотрим, что где-нибудь мне встать, в елку встать, попробовать, или там. Я думаю, что либо в елку, либо напротив елки, там места были. Тогда, когда мы последний раз стояли. Да. Надеюсь, что все будет окей. Сейчас 7:20. 7:20. Ой, 7. 5:20. 17:20. Надеюсь, все будет окей. И мы сходим покушать. Кушать. На заправку потом уж хлеба прикупить. 4 куска это только на завтра, на утро, в течение дня. Надо будет еще что-то с собой. По-моему, там не работает круглосуточно, чтобы утром ходить за добавкой. Дайте добавки картошки, я вам заплачу.
Маленькая пятница. Среда — это маленькая пятница. Экватор недели. Хороший у меня вечерний план. Мне это хорошо. Лучше, чем если бы меня сейчас послали бы в Венло. Я бы... Нет, я бы туда не поехал. Я бы где-нибудь там по дороге искал бы паркинг. Времени бы хватало. Но 15-ку точно бы не выработал. Не вырабатывал. Еще бы завтра не выработать. Тогда будет все окей. 2,5 километра. Стань. Сейчас мне некогда, я тебе его присылал, посмотрите это в WhatsApp. Витек там на связи. Ну что, идем на поле. О, блин, левая полная. Но она всегда полная. Ну а правая. Дайте местечко дяде Олегу. Пожалуйста. Не, слушайте, а это не это место. Это не это место, то значит дальше место. Ну тут вот места были. Я не мог проехать. Неужели там снесли таверну? Блин, 15 километров. Ну, тогда может быть следующее. Да, вот может быть следующее. Просто тут почему-то нету этой самой на ней отметки, что там столовая. Ладно, включимся позже. Там были места. Ну и так, час истины близок. Да-да-да, я помню, он был без обозначения этого. Там заправка. Так что едем. Вот сейчас нарисовано какая-то 3 километра. Столовка. Покушать. Вилка, ложка. Сейчас 2,7. Притопи, дружок, чтоб нас не делали. Яндерик. Нарушителей много может быть перед столовой. Потому что это реально это место. Да, вон эти вентиляторы стоят. Мельница, мужик сидит, кто ж его посадит, это уже памятник.
за мной. Чуть позже. Янчик звонит, литовец. Полтора километрика. Эта банда. Один зашел, я вижу. На паркинг. Бочка зашла. Этот, походу, нет, не заходит. Ну, не знаю. Этот прижимается вправо, наверное, пойдет тоже. Хотя голландец не должен. Голландец должен домой ехать, на базу. Правда? Опа-на. Мы врубили поворотник. Это пока не врубил. Блин, стоят вплотную. Места наши с Андрюхой заняли легковые. Вот слева там, где можно покушать. В принципе, вот здесь мы вправо брали. Там легковая стоит, плохо очень. Переложить? Попробуем. Будет место, не будет места. Блин, там этот уже теснится. Наверное, фиг там. А не места. Вот тут что-то есть похожее на место. Попробуем заехать. Попробуем. Должно получиться, дядя Олег. Или нет? Ну что, друзья мои, добрый вечер, среда. Приехали мы на паркинг. Кстати, знакомое место. Помните, 13 недель назад, по-моему, даже в среду, здесь сделал первое свое видео в Ситрансе. Вот совпадение, сегодня среда, тоже вечер. И я делаю свое одно из заключительных видео этой каденции здесь. Ну все в порядке, в принципе. 20 километров до выгрузки. Погода отличная. Сейчас пойду покушаю. Еле заехал. Хорошо там парень с Литвы. Он чуть поддал, потому что эта машина мешала. Но продвинулся нормально. А вот рядом стоял, даже не шелохнулся парень, коллега с Украины. Ну, может, не слышал, не чувствовал. А этот почувствовал, что я там протискиваюсь, как воздухом. Ух. Боялся. Вообще на миллиметр проходил, на миллиметре. А он потом чуть вперед сдал и потом чуть назад сдал. И все в порядке. Не надо бояться. Никто ничего там не нарушит, не сорвет паузу, если буквально на 2 метра продвинулись, сразу на стульчике и обратно. Так же самое. Ну а так все в порядке, погода замечательная. Покажу вам паркинг вот такой вот. Вот погодка, деревья, коллега там кушает. И я сейчас тоже пойду покушать. Надо покушать. Ну, на этом моя среда заканчивается, завершается. Не знаю, там что-то пытался говорить про опыт дальнобоя, не знаю, что там получилось. Посмотрю, может быть, пересниму. Это сумбур получился. Солнце прямо в глаз. Ничего себе жара. Ладненько, ребята, как обычно. Всем всего доброго. Берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Пока. А я пойду в Моменто море. Поем картошку и гамбургеров. Пока.